Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем обучение, и следующую тему нам представит научный руководитель Департамента социологии СИЛОСТа Галина Георгиевна и представитель Первого агентства по рекрутингу респондентов АДС Илона Русиевна Методиева. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо. Ну, прежде всего, коллеги, я хочу отметить, что у нас сегодня так очень по-деловому совпали два формата, но одна и та же самая интересная тема. Поэтому мы сегодня, когда и вчера, когда наши коллеги выступали, и сегодня разговор был у нас с утра, и мне кажется, как-то очень логичная тема, которую мы в данном случае хотели этой темой открыть и семинар, но в то же самое время это наша тема сегодняшнего разговора, она очень полностью, даже я бы сказала, совпадает с тем рефреном, который касается ответа на вопрос, как поступать в определенных ситуациях, каким образом, какой методологией или какой методикой пользоваться, когда мы с вами работаем по сбору конкретных массивов, конкретных вариантов, которые касаются проведения опроса среди респондентов. И в этом контексте я бы сегодня хотела предложить нашим уважаемой коллеге Илоне Методиевой, который, в общем, довольно большой уже опыт имеет свой на рынке социологических услуг. Это очень интересное направление, которое связано с социологическим рекрутингом. И я думаю, что когда мы с вами ставим вопрос о том, как провести исследование, каким образом, как мы практически можем по расчетной выборке все-таки собрать тот массив, который нам необходим, ну и много других вопросов организационно-научного менеджмента в социологии, они, конечно, связаны с этой очень важной и очень сложной на сегодняшний день в решении задачи. Поэтому общий семинар, межвузовский семинар, который мы сегодня открываем одновременно, это междисциплинарный будет семинар, методологический семинар с международным участием. У нас участвует сегодня целый ряд наших, в нашем семинаре будет участвовать целый ряд наших коллег из других городов, из других конкретно наших, ну, так и хочется сказать, республик, но все-таки нынешних государств. Так что мы практически не случайно назвали этот семинар межвузовский, но с международным участием. И поэтому с этой точки зрения я могу сказать, что, наверное, сегодня у Илоны будет двойная задача по существу пообщаться и с нашими уважаемыми коллегами на наши вопросы ответить, на наши проблемы. И потом этот семинар еще закончить с нашими уважаемыми коллегами, которые присоединялись именно на методологический семинар. Поэтому я не буду больше в данном случае занимать время. Общий семинар, который мы открываем на такой большой лонгации, это семинар, который называется «Социологическая динамика и социологический рекрутинг». Это в данном случае конкретная тема, которую мы сегодня предлагаем. И думаю, что если посмотреть на будущее, а мы будем проводить такие семинары регулярно, то, в общем-то, тема, которую я хочу вам предложить не только для того, чтобы мы могли бы обмениваться информацией, но вообще тема, в которой мы будем в течение года работать, это социология и социальная реальность 21. Методология, технологии управления человеческими ресурсами. Вот такой краткий очень обрис, чтобы не занимать время у моей уважаемой коллеги. И я передаю слово тогда Илоне Русиевне. Илона, пожалуйста. Да, большое спасибо, Галина. Добрый день, уважаемые коллеги. Я немножко расскажу о себе. Я руководитель Первого агентства по рекрутингу респондентов ИДС, лауреат гильдии маркетологов в номинации «Лучший маркетинговый проект» создания узкоспециализированного рекрутингового агентства. Когда мы выходили в 2013 году на рынок, с рекрутингом обстояли дела довольно-таки сложно. Мы использовали e-mail рассылку, мы использовали для рекрутинга обзвон респондентов, автообзвон, СМС-рассылку и впоследствии создали мобильное приложение. Сейчас мы используем Telegram-канал, и также могу сообщить, почему мы его используем на примере того, как его может использовать социолог, если у него нет бюджета для проведения исследования или он очень урезан. Первое, что можно сделать в этом случае, это создать телеграм-канал.
Второй момент, нужно найти позиционирование, какие у вас исследования проводятся. Например, чаще всего у вас политические исследования или исследования экономические, социологические. То есть тут мы все-таки выбираем несколько направлений, например, экономическая тема. И вы описываете свой канал, описываете то, что участие в данном исследовании респондент может внести вклад в развитие данного направления. Также он может получить от вас, например, прямую трансляцию. Вы можете рассказать о том, что вы провели исследование на эту тему, где участвовали эти респонденты, провести прямую трансляцию, рассказать, что дало участие этого человека в исследовании, то есть он узнает, что на выходе получили, какие данные. Первый момент, создаем телеграм-канал. Второй момент, описываем целевую аудиторию, для кого он, какие исследования будут публиковаться. Третий момент, где найти аудиторию. То есть, смотрите, мы сначала с вами добавим ваши же контакты в ваш канал. Например, их будет уже там порядка 50-100 человек. Дальше мы попросим порекомендовать ваш канал, чтобы его порекомендовали ваши знакомые и друзья. Еще категория людей увеличится. Дальше, что мы будем предпринимать для того, чтобы у нас увеличивался наш телеграм-канал? Мы будем использовать бартер. Бартер – это когда вы делаете рекламу на таких же небольших каналах, ну, в размер там 200-300 человек. Например, вы пишете, что я хотел бы сделать рекламу на вашем канале, а вы можете сделать рекламу на моем. И начинать можно с самого начала. Например, вы делаете пост, и коллеги ваш делают пост. Постепенно ваша аудитория увеличивается. То есть это даст возможность, особенно это актуально для молодых специалистов. Часто к нам обращаются аспиранты, как найти аудиторию, как провести соцопрос. Да? И это очень актуально, потому что это можно делать без особых вложений средств. Второй момент. Telegram можно автоматизировать в дальнейшем. Например, вы уже набираете постепенно аудиторию, дальше вы делаете вот такие рекламные посты на похожие телеканалы с похожим размером аудитории, там 200-300 человек. Постепенно аудитория набирается, вы проводите какие-то викторины, например, в этом телеграм-канале. Это очень сейчас хорошо и актуально для аудитории. Они любят участвовать в какой-то викторине, вы подогреваете тем самым их, скажем так, активность в канале. Третий момент. Вы проводите, например, какие-то розыгрыши. Ну, например, да, какой-то, может быть, тем, кто первые 5 человек ответит, допустим, на викторину правильно, вы там какое-то, например, вознаграждение, может быть, выплатите. Условно говоря, там, пускай это будет маленький бюджет вознаграждения на телефон, да, условно. То есть подогреваете аудиторию на своем канале. Дальше вы провели первое исследование, например, да? Пускай оттуда небольшой приток людей, да, поучаствовало, но тем не менее вы проводите прямую трансляцию со своей аудиторией, рассказываете, сейчас было проведено исследование. Я благодарю вас за то, что вы участвовали в нем, да, рекомендовали своих друзей и знакомых, да, и рассказывайте, что в итоге исследование, какие результаты исследования дало. Выводы рассказывайте, делитесь со своей аудиторией. Значит, далее. Это я описываю, если в случае, если нет бюджета. Дальше, что еще? Обозначу, что за Телеграмом будущее. Почему? Потому что сейчас Павел Дуров, он сделал возможность таргетинга по определенным каналам. То есть теперь, чтобы репрезентативность выборки у вас была очень хорошая, вы можете, например, сами выбирать по каналам, в каких каналах будет публиковаться реклама. Например, социальный опрос на тему такую-то, там, например, будет всплывать, и люди будут кликать и участвовать. Вот. Там небольшой бюджет требуется для этого. Для этого нужно пройти верификацию свою, как пользователя. Об этом я там описала в нашей презентации. Вот, сейчас посмотрим. Не знаю, будет видно экран. Так.
Так. Получается, мы остановились с вами на том, что в дальнейшем, если нужно будет делать, например, уже рекламу, не обращаясь к агентству, вы можете это делать самостоятельно, проводя такие рекрутинговые кампании в своем же канале, делая таким образом рекламу на определенные каналы, например, путешествия, политические какие-то каналы, и вы можете тем самым сегментировать аудиторию. То есть делая такой рекламный пост, он довольно не требует большого бюджета. Тут немножечко я описала метод, если нет бюджета у социолога, то есть что можно сделать, как можно закрыть часть выборки, да, может быть, даже если хорошо с этим работать, можно будет закрывать и всю выборку впоследствии, но на это нужно уделить внимание и время. Опять-таки, если, конечно же, нету времени и есть ресурсы, бюджет, можно обратиться в узкоспециализированное агентство по рекрутингу респондентов. Часто мы делали проекты для ВЦИОМа. Один из самых сложных кейсов – это найти полицейских для фокус-групп. Это было очень тяжело, потому что люди очень сложно идут на контакт, но проект выполнили. Это касаемо ВЦИОМа был кейс. А также, наверное, если опять-таки нет времени, то, конечно же, это именно обращаться в специализированное агентство. И желательно обращаться не в маркетинговое агентство полного цикла, а все-таки в рекрутинговое агентство, потому что они специализируются именно на подборе целевой аудитории, и не выполняют дополнительные функции, на которые тоже они тратят все равно бюджет на сотрудников, на налоги и на прочее. Это такой момент хотелось бы обозначить. Смотрите, касаемо прямой трансляции, сейчас вы, наверное, уже знаете, что в Телеграме нету ограничения, и Zoom, он, конечно же, уже теряет конкуренции с Telegram, потому что лично я провожу онлайн-трансляции для своей аудитории. У меня 2500 людей на канале, на одном в чате 2000 человек, это респонденты. И я провожу прямые трансляции, касаемые того, как, например, как мы отбираем респондентов, потому что когда люди находятся в вашем канале, они могут говорить о том, что вы их не записываете на исследование, они откликаются, но не могут поучаствовать, выборка закончилась, например, квоты закончились, и когда вы даете прямую трансляцию, вы можете просто рассказывать о том, как проводится отбор на исследование. Это очень интересно. Как, например, отбираются респонденты, по каким параметрам, дальше, как проводятся исследования. Можете такие темы обсуждать с респондентами. Очень интересно. Они задают мне вопросы, например, я часто поднимаю какие-то темы. Дальше эту прямую трансляцию я видео записываю и уже размещаю в канале и закрепляю. И аудитория, кто не мог присоединиться в определенное время, может потом впоследствии посмотреть об этом информацию. То есть суть такая, чтобы вести контакт со своей целевой аудиторией, пусть это будут респонденты в данном случае, и рассказывать, делиться выводами исследований, рассказать про, например, исследование, которое у вас проходило, кто в нем участвовал, и какие выводы получилось сделать благодаря исследованию. То есть это, конечно, такая игра на долгую перспективу. То есть начиная с того, как вы добавите в телеграм-канал ваших друзей и знакомых, постепенно канал будет расти, потому что знакомые будут рекомендовать своих знакомых. Также вы будете высвечиваться в поиске уже, канала Telegram. И, конечно же, это уже будет дополнительно приводить для вас приток клиентов. То есть постепенно будет увеличиваться количество подписчиков. Это касаемо Telegram. Сейчас я сделала Telegram-бот.
кстати, мне пришлось это освоить, но это, конечно, непростая задача была, с учетом, что как бы у меня дети погодки, как бы, но это приходилось осваивать, был такой очень интересный опыт. В общем, суть Telegram-бота в данном контексте это чтобы мог клиент, если у него нету большого бюджета на исследование, он мог сам разместить, например, да, в моем канале в чате, например, объявление и, короткое, например, кто требуется, да, понятно, там мы не будем раскрывать полностью подноготную, да, кто конкретно требуется для исследования. Он может, например, оплатить услугу, там 2 500 это стоит публикация поста, и найти сам респондентов на канале, который уже имеет большую аудиторию, в которой все время постоянно увеличивается приток подписчиков. И таким образом, то есть можно оптимизировать затраты, то есть он публикует объявление, дальше он, например, может ставить ссылочку на Google форму, например, отборочный скринер. Люди пройдут, оставят свои данные, пройдут. Те, кто прошел скрининг, он уже, например, сам может выслать им ссылку на онлайн-анкету, если он хочет, чтобы прошли онлайн-опрос, или он может их пригласить на интервью, если это какие-то эксперты. Вот. И это автоматизировано, то есть не нужно обращаться в агентство, куда-то еще, вы просто заходите в Telegram-бот, там описано, как это сделать, это очень легко, просто заходите, вводите «Я клиент», дальше вам предлагается, вы хотите разместить пост, да, укажите тему исследования. Второй вопрос, укажите, например, даты исследования, укажите какие-то основные критерии, клиент пишет о них, дальше приходит уведомление ему сразу же в Telegram-боте о том, что большое спасибо, мы разместим ваш пост после 19:00. После 19:00 больше приток людей, которые смотрят публикации, это как бы самое такое время, когда люди читают. Вот. То есть это вот касаемо такой автоматизации. То есть хочется еще сейчас задействовать сегмент людей, не тех, к нам обращаются там, понятно, и Авито, и NVIDIA, большие игроки на рынке, но хочется еще помочь тем людям, которые не имеют бюджета, но тоже хотят найти для своего исследования целевую аудиторию и без посредников в лице агентства, да, или маркетингового агентства. Вот это такой момент вот, в Telegram-боте. Также в Telegram-боте можно делать e-mail рассылку. Сейчас уже туда подписалось большое количество людей. Плюсы данного метода в том, что когда у вас человек в канале, ваш пользователь, он может рано или поздно уйти из канала. Ему надоело, например, да, смотреть какие-то ваши публикации. Он захотел уйти, ушел. А данные о нем не остались. Если он подписался в Telegram-бот, данные о нем останутся, и вы сможете ему делать какую-то рассылку, например, информационную. Также можно сегментировать. В боте есть функция сегментирования по полу, возрасту, телефону. Вот. И плюсы бота в том, что не нужно скачивать мобильное приложение, не нужно заходить куда-то на сайт. Вы делаете это все в Телеграме. Вот. В принципе, могу продемонстрировать, как это может выглядеть. В принципе, социологи, кто у нас, молодежь, они вообще, я думаю, для них это не будет особой проблемой. Не знаю, зайдет она на Телеграм? Опять-таки. Или, наверное, придется залогиниться. Это если есть у нас пару минут. Могу просто продемонстрировать, как это может выглядеть. Вы можете это сами сделать, собственно. Нет, тоже хорошо. Да, сейчас попробуем. Так. Кстати, тут есть интернет? Да, есть. Логично, да, иначе бы Zoom отключился. Я просто, видите, мега-эксперт, как бы. Кстати, после того, как стали проводить в Telegram конференции, там же неограниченное количество, 1000 человек может участвовать в вашей конференции, и им не нужно ничего подключать, просто они заходят в Telegram, это как WhatsApp, зайти и сразу участвовать. И, конечно, уже все остальное кажется таким более сложным после Телеграма. Конечно, мне кажется, это вот такая кладезь. Так. Не знаю, если я буду все-таки с телефона показывать, наверное, никто не увидит это, да? Наверное, это сложнее будет технически. Угу. Потому что тут нужно сначала что-то будет установить, что-то сделать.
Катя, можно спросить? Да. То есть мы должны сначала создать свой канал, Да, а потом уже в нем провести опрос, да? да. Спасибо. Набрать, в принципе, может быть, это... Ну, бот, он, в принципе, выглядит так. Это как бы уже такая более продвинутый момент. То есть, смотрите, вот он как бы может приветствовать. Но это вы, наверное, все, в принципе, довольно понятно. Приветствуем вас на первой телеграм-базе респондентов. Вы респондент или клиент, да, как бы, значит, вы выбираете «Я клиент», например, да. Далее, на первой телеграм-базе вы сможете подобрать нетруднодостижимую целевую аудиторию без посредников в виде агентства или рекрутера, да. Вы хотите опубликовать платный пост, да. Вставьте, пожалуйста, текст поста для публикации. Он будет опубликован в этот день после 19:00. Внимание, укажите информацию в данной последовательности. Ну, тут как бы, вот у нас наш бот спрашивает, укажите вид опроса. Тут опять-таки там мы пишем, например, да, ну, если это онлайн-опрос. То есть у нас его можно создать на конструкторе. Тут мы просто критерии, на которые должен соответствовать респондентам, например, да, потребитель. Ну, пока что аналогов этого нету, но я думаю, очень быстро придут конкуренты, особенно после этой записи встречи. Сразу же, просто когда мы выходили на рынок в 2013 году, конкурентов не было, потом они, конечно, стали появляться. И как вознаграждение, ну, 100 рублей на телефон. Представим, да, так, например. Это если уже есть бюджет 20-й там. Какое подтверждение о потреблении того или иного продукта. Ну, например, да. Ну, это значит, что когда у нас запишется человек, мы уже увидим, что он может прислать скриншоты своего личного кабинета, действительно, что он платную подписку покупает, или, например, там готов, ну, а если он автовладелец, там, да, свои какие-то сканы документов направить, да, еще что-то, то есть он готов как бы подтвердить. То есть мы тем самым, ну, мы всегда спрашиваем, как агентство. Вот. Так, момент. Сейчас меня тут поправляют. Так, какое подтверждение? Ну, скриншот из личного кабинета, да, о покупке, условно. Обязательно ваш контакт e-mail или телефон, или мессенджер, куда респондент может написать и откликнуться вам, да. Также можно вставить сюда ссылку на Google форму, куда респондент может оставить свои данные. То есть, если у вас есть детальный уже скринер, да, вы хотите, чтобы он еще что-то детально заполнил, вы можете Google форму вставить. Или, допустим, указать там свой контакт. Ну, условно, там e-mail мы указали, там, представим, да. И оплатить, пожалуйста, пост. Далее вы публикуете, например, ну, тут оплачиваете. Это просто пример поиска. Все, оплату, например, вы совершили. И придет уведомление, что ваш пост появится на канале уже после 19:00. Касаемо целевой аудитории, так, вот он, наш канал. Так, вот, как он выглядит, то есть, ну, смотрите, у него есть основные моменты, которые нужно учесть, это ключевые слова, платные опросы. То есть, когда вы будете свой создавать, например, у вас будет соцопрос, посвященный там, ну, условно, политика. Соцопрос политика. Вы ключевые слова берете, например, да, и их в решетку обозначаете. Вот. И дальше, например, пишите социальные исследования на тему политических взглядов. Тут вы сможете поучаствовать и получить ценную информацию о проведенных исследованиях. Например, провожу также онлайн-трансляции для своих подписчиков, да, с выводами о исследовании. И дальше вы, например, создадите вот этот канал. Как создать канал уже я даже не буду, в принципе, показывать. Вот как бы создать канал. Вот он, имя будет у вас канал, например, да, социальные исследования, описание. То есть чем здорово Telegram, тем, что он уже Вот у нас был интернет, когда мы заходили и искали какой-то сайт. Теперь пользователь, он просто заходит в платные, ну, давайте вот платные опросы, например,
И он, например, зайдет, и у него высветится. Вот там, например, да, один из наших конкурентов. Вот, например, да, и вот. Ну и мы тоже высветимся. А дальше конкуренция будет расти. И чтобы вообще попасть в этот шорт-лист, будет очень сложно, практически нереально и требовать большого бюджета. Вот, поэтому если уже начать сейчас, то будет лучше ситуация. Потому что в свое время, когда в интернете, да, мы как бы сайт, да, продвинуть, все становилось сложнее и сложнее, и ключевые слова все сложнее было подобрать. Вот, это, наверное, такой, ну, маленький экскурс. Понятно, что это все как бы сложно перестраиваться, но можно начать с этого. Это если мы говорим, что нету бюджета. Мы сами создаем канал, мы добавляем впоследствии туда наших подписчиков просто из нашей адресной телефонной книги, наших же друзей и знакомых, пусть они тоже будут в вашем канале. Также вы будете просить, там, например, порекомендуйте знакомым, друзьям, у меня социсследования проходят, например, они будут рекомендовать, будете проводить викторины, какие-то бонусы, например, для части участников, которые оперативно поучаствовали в вашем исследовании, например, первые 5 человек могут получить там какой-то приз. Ну, поощрите их, например, там, денежным вознаграждением на телефон, да, оплатить связь смогут, там, например, или еще куда-то потратить. А вот, это начать с маленького. И, например, первое исследование проведете, сделаете онлайн-трансляцию. Кстати, касаемо онлайн-трансляции, это вообще такая кладезь, ну, тут это делается довольно-таки несложно, вот трансляции, мы с вами как бы тут нажимаем. Кстати, не нужен зум, ничего, просто все очень даже здорово. Вот, да, здорово, да, и что-то зависло тут. Как обычно это бывает, да. Да. Ну вот, смотрите, один участник, это я. Пока. Как бы, да. Пока я не буду проводить, потому что у меня тут подписчиков, их много, они как бы выйдут, да, а информацию я никакую не скажу, да. Вот, но я это регулярно делаю, подогреваю свою аудиторию. Потом смотрите, как я делаю так, чтобы выборка репрезентативная была, да, потому что мы все понимаем, что, ну, как бы платные опросы, это все часто, да, одни и те же люди попадают. Но смотрите, мы регулярно публикуем на разные каналы. Вот смотрите, вот у меня был пост на этом канале. Вот, смотрите, он есть в закрепленных. Канал 9700 человек. Посвящен он в основном, тут рассказывают о том, о программном обеспечении, то есть какие-то программисты. У нас часто проводят исследования лаборатории Касперского, и там очень нужны узкие специалисты из IT-сферы, их очень сложно найти. И мы делаем, например, такой пост, он закрепляет его, это владелец канала с большой аудиторией. Вот. Но мы уже выходим на большую аудиторию, потому что у нас уже есть эта аудитория, а начинать можно с маленькой, как я уже говорила, буквально 200-300 человек, например, такие же владельцы каналов, как и вы просто бартер, они у вас публикуют, размещаются, вы у них. Тут, например, да, привет, мы маркетинговая компания, подписаны на крупнейший телеграм-канал, посвященный оплачиваемым вопросам, да, они, например, подписываются, дальше они в бота зайдут, вот, с помощью бота что можно сделать, например, да, тут уже, если делать бота, чем удобно, что вы впоследствии сможете в свою целевую аудиторию сегментировать в боте и рассылать приглашения, там, например, по определенным профессиям. Но это уже такой уровень более, то есть можно начать вот только с маленького. Это все мы обсуждали касаемо, если нету бюджета. И вы вот социолог, да, и, к сожалению, у нас в стране мало выделяется бюджета на это, хотя я считаю, что это одна из ключевых сфер, и с социологическими исследованиями трансформируется общество вообще в целом. И, конечно же, очень грустно, что пока что на это не выделяется такой бюджет, как хотелось бы. Вот. Ну, наверное, я подытожу. Телеграм – это такая кладезь, то есть это как второй интернет. И, знаете, мой супруг, недавно мы обсуждали, он говорит, ты знаешь, я вообще не захожу в Google, в Яндекс, уже и не помню даже когда, потому что я ищу то, что мне нужно, забиваю в ключевой поиск и нахожу. Нахожу канал, нахожу чат, и, в общем, там все ищут. Вот, то есть лучше, если заходить сейчас в Телеграм, да, и уже есть конкуренция, да, но еще есть возможность, да, скажем так, быть на плаву потом, вот.
Ну, такой коротенький рассказ. Вот. Спасибо. Можно вопрос одновременно? Скажите, пожалуйста, а до какого, скажем, максимально, на какой выборке можно работать, чтобы вот ее обеспечить таким путем? Ну, я думаю, 1000 человек. До 1000, да? Ну, это для вопросов. А вы знаете, еще, кстати... Можно вопрос, да? Да. Илона Алексеевна. Добрый день, Александр Тюриков, департамент социологии. А подскажите, пожалуйста, исходя из нашей этики взаимоотношений между рекрутинговой компанией, собственно, самим респондентом и агентством или подразделением, которое проводит исследования, в вашей ситуации на чьей стороне находится заключение договоров о конфиденциальности и так далее, там, неиспользование детей, ну, то есть все, что связано с кодексом ЕСАМА, с кодексом Российского общества социологов, АЭРОМ кодексом. Вот у вас есть понимание? Да. Смотрите, мы как рекрутинговое агентство имеем соглашение на обработку персональных данных, и человек соглашается о том, чтобы не разглашать о участии исследования. Значит, он просто ставит галочку, когда подает заявку на опрос. И в конце, когда он заполняет о себе данные или когда он подписывается на бота, он дает согласие на обработку своих данных о том, что он не разглашает. Ну, то есть там такой договор, как бы, получается, ты переходишь и на 3 договора натыкаешься, как бы, вот там большие такие соглашения, как бы мы, конечно, себя уберегли в этом плане. Вот, то есть при подписке на бот, да. Угу. А еще хотела, знаете, такой момент сказать, что сейчас настолько трансформируется все, что так как многие люди, они на удаленной работе, то очень важно сейчас даже не столько его нахождение в каком-то городе, и заказчики, в принципе, смягчают эти требования, насколько важен его именно уровень дохода, семейное положение, какие-то вот такие значимые моменты. Ключевые, потому что так как сейчас есть возможность, можно, в принципе, да, работать и в Омске, да, и получать хороший доход, да, работая на удаленке. В Москве, например, ты получаешь в Москве проекты, а работаешь в Омске. И это очень часто сейчас происходит. И, конечно, ключевым таким моментом является то, что заказчик больше всего предъявляет требования к респондентам. Это касаемо дохода, семейного положения и потребления продукта. Также наши основные заказчики – это специалисты из UX-исследований. Да, мы работаем с ЦИОМом, да, прочими компаниями, НАФИ, вот, но ключевые – это UX-исследования, это прямые наши заказчики, то есть это именно прямой клиент. То есть раньше маркетинговое агентство работало, да, и у него были подрядчики. Сейчас мы вышли на уровень работы именно с МВидео, вот, например, да. МВидео, лаборатория Касперского – это наши такие любимые клиенты, потому что мы с 2014 года с ними работаем. Вот, и они на сайт МВидео у нас есть на сайте о наших работах вместе. И что я хотела этим сказать, что сейчас UX-исследование – это пользовательский опыт. Ну, когда человек тестирует мобильное приложение, сайт или еще какой-то продукт, то есть UX-исследователи, и они заказывают у нас исследования. То есть уже как агентство обращаются, потому что они делают все самостоятельно, и аналитику, и отчет, они хотят только респондентов. Вот. Но также вот мы разрабатываем вот этот продукт для той категории, кто хочет самостоятельно найти респондентов. Есть у них маленький бюджет. Почему нет, мы делаем это. Ну, это и во благо, конечно, мы не получим такого сверхдохода, да, вот, но тем не менее, потому что очень часто аспиранты пишут нам, например, да, но я почему об этом стала думать, как бы продукт выпустить такой легкий в использовании, потому что аспиранты часто большое количество респондентов нужно, там и маленький бюджет, и мы просто физически не можем это сделать как агентство. Но если предложить, например, такой продукт, как самому сделать пост, дальше видеть отклики, как бы получать их, там люди будут заполнять эти анкеты, почему нет? Это как бы маленький бюджет, и можно самому размещать и искать.
Ну, для нас без посредника. Это очень актуально. Вот мы столкнулись, я вам говорила, последнюю проблему, которая... Нам нужны были женщины, понимаете? Причем женщины... У нас получился перебор в выборке женщин более зрелого, не более зрелого, а более молодого возраста с высшим образованием. Но не хватило женщин, которые имеют опыт, так сказать, советского еще бытия и нынешнего. То есть там, где возраст идет уже за 55 лет. И вот мы столкнулись с целой проблемой, потому что все остальное мы покрыли, а группы это мы не могли закрыть. Поэтому сейчас то, что вы говорите, я, конечно, не скрою, очень внимательно слушаю, потому что это хорошая возможность научиться более планомерно подходить к возможности реализации выборки, тем более по определенным параметрам. Так что спасибо. Не все потеряно это еще. Это все Павел Дуров. Хорошо. Так, пожалуйста, коллеги, у кого вопросы есть? Да, можно еще тогда вопрос, Илона Алексеевна? Да. Опять Александр Тюриков. Ну, насколько я понял, так как у нас второй день идет разговор о, по сути дела, цифровых методах в исследовании и, собственно, о интернет-пространстве, что мы там исследуем, чем мы пользуемся, то есть какими ресурсами из интернета пользуемся для проведения социологических, социальных, маркетинговых исследований, экономических, если пойдем уже вчистую. Все-таки вопрос о репрезентативности. Вы там с Галиной Георгиевной перекидывали между собой, но мы слышали. Получается, ответственность за репрезентативность и ремонт выборки будет лежать, собственно, на исследовательской структуре. Я правильно понимаю? Что вот так ваша фраза, ну, достаточно тысячу, ну, иногда достаточно и 370 опросить, а иногда и 1000 мало, если мы хотим провести какой-то там региональный или межгрупповой сравнительно нас. Репрезентативность все-таки не зона ответственности рекрутинговой компании. Поняла. Я очень сложно задал вопрос. Нет, хорошо все. Ну, смотрите, в любом случае, так как альтернативы пока на рынке нету, кто также делает с помощью телеграм-бота, да, рекрут, то в любом случае большую часть выборки покрыть можно. И в любом случае вы экономите на бюджете, потому что если вы в маркетинговое агентство обратитесь, там более большой бюджет будет для 1000 человек, чтобы вам нашли, и сроки будут более большие. Вот, потому что там перераспределяется на рекрутера работа, пока заработает этот механизм, то есть все это проще делать через Telegram. Вот, то есть в любом случае можно воспринимать это как помощь для исследователя. То есть, конечно же, да, мы должны понимать, что если какая-то труднодоступная аудитория нужна, да, или какое-то сверхколичество, то сложно будет его покрыть, потому что еще пока не так наработана полностью база, вы сами видели, там еще, конечно, не 100 тысяч подписчиков, да, там 200, чтобы прям большие квоты такие закрывать, но тем не менее это может работать как часть. Например, вы часть закрываете самостоятельно или агентство и тратите маленький бюджет на это, и часть делаете с помощью телеграм-бота. Это первый момент. Либо обращайтесь в рекрутинговое агентство узкоспециализированное, кто именно подбор респондентов делает. Тогда вы тоже на этом экономите, потому что тот, кто узкоспециализируется, он же это все делает оперативно, у него уже налажены механизмы, и это без посредников идет. Потому что все-таки маркетинго-исследовательская компания, она хочет, в основном зачастую полное исследование провести. И, конечно, такую часть работы трудоемкую, как рекрут респондентов, мало кто любит это делать, скажем так, да. Вот. И поэтому, наверное, обычно наши конкуренты, если конкуренты как IDS, да, агентство, они когда выходили в 2017 году, мы, конечно, были такие очень расстроены этому, но впоследствии мы увидели, что они быстро переквалифицировались на маркетинговые услуги полного цикла, потому что долго выживать с рекрутом респондентов очень сложно. То есть, когда ты специализируешься только на рекрутинге, то есть у тебя большой поток исследований, тебе нужно все делать в срок, рынок очень узкий, и о тебе сразу будет плохое мнение, если ты сделаешь плохо проект. Все друг друга специалисты знают, и сейчас сложно очень что-то скрыть. Плюс мы в гильдии маркетологов, да, состоим.
Ну, то есть, в принципе, все-таки можно так Да. соблюсти ту выборку расчетную, которую ты имеешь, Да, потому её что можно реализовать. Да, в силу того еще, что база, она нарабатывается за счет того, что есть публикации на разных каналах, путешествия, те, кто любит кино, например, да, бухгалтера там, да, и прочие вот эти каналы. И когда там есть эти публикации, приток аудитории идет в твой канал. И она разная, разношерстная. Это вот касаемо нашей услуги. Но чем хорошо социологу, в принципе, самому начинать искать респондентов, что, заходя на этот рынок сейчас, вы постепенно будете тоже развивать свой же канал, начинать с небольшого, может быть, вы будете даже давать исследования, там, например, 20% вы сами будете находить респондентов, пускай с этого начать, и 80% там, вы будете в агентство, да, отдавать. Но у вас будет расти ваш канал, когда у вас дорастет канал до 1000 человек, а это, в принципе, не сложно. Это действительно не сложно, с учетом того, что 100-200 человек, у каждой телефонной книги есть у людей. И можно их добавить, да, и они будут рекомендовать своих друзей, знакомых в ваш канал. А вы сможете уже потом делать таргетинг. Таргетинг в телеграм-каналах – это актуально, потому что вы сможете именно находить точечно аудиторию. То есть даже уже не использовать наш телеграм-бот, то есть уже выйти на совсем другой уровень. За счет того, что можно будет с небольшими такими бюджетами таргетинг делать в разные каналы. Например, найти путешественников. Так, отобрали каналы, которые хотите, например, да, аудиторию найти. Этим каналом будет показываться ваша реклама, и люди будут переходить и участвовать. Вот. Поэтому вот Telegram, конечно, такая кладезь. Кладезь. Да. То есть это не я кладезь, а Telegram. Telegram кладезь, да? Да. То есть определенные возрастные группы можно таким же образом целенаправленно набрать в конечном итоге. Да. Надо осваивать. Потому что то, что вы сказали, не всегда с большим бюджетом, это, конечно, для нас весьма распространенный вариант, небольшой бюджет. Но остальное докладывать за счет оперативности, вот освоения тех технологий, которые позволяют и экономить, но и в то же самое время сохранить чистоту той выборки, которой ты работаешь. Главная проблема. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Было интересно поделиться, потому что я не часто выступаю. Обычно я с клиентами общаюсь. Как-то это все, так скажем так, не выезжаю куда-то, да, выступить. Такой интересный опыт. Ну вот я хочу еще может быть, одну грань открыть. Я вас нашла, когда, соответственно, занималась проблемами, связанными с реализацией этой нашей большой выборки, и нашла книжку. Поэтому я очень хотела бы, чтобы вы рассказали еще нашим коллегам о той книге, которую вы выпустили, тем более она у вас сделана в таком мобильном не формате, а форматах, что ее можно и читать, ее можно и слушать. Меня это лично очень заинтересовало. Может, немножко так подробнее вот о таком издании. Да, книга представлена на Литрес и на всех популярных источниках. Можно ее послушать аудио или скачать, почитать. Называется первая книга о рекрутинге респондентов. Опыт ADS. Наверное, так как у нас с вами тут демонстрируется экран. Сейчас, наверное, так, давайте. Можно просто ввести первая книга о рекрутинге респондентов. Так, вот справа это я, это уже я. Так, вот она. Вот, ее можно как бы послушать. Давайте послушаем. Методиева Илона, лауреат гильдии маркетологов. Первая книга о рекрутинге респондентов «Опыт ADS». Как создать четко работающий механизм, безупречно подобранный респондент равно качественное исследование. Вступление. Такая как бы... Я расскажу о своем пути от рекрутера-фрилансера до руководителя собственного агентства. Поделюсь чек-листами и расскажу, почему сделала ставку на профессионализм, а не на заработок. Пройдя этот путь вместе со мной на страницах книги, вы узнаете, какие принципы исповедует гуру рекрутинга, и сможете воспользоваться моими инсайтами и опытом для создания собственного стартапа.
В приложении в конце книги вас будут ждать 2 чек-листа. Однако секрет своего триумфа не сможет упаковать в кейс ни один успешный предприниматель, даже если он утверждает обратное. Успех невозможно превратить в науку. Ну, вот так вот коротко, как бы, да, такое вступление. Вот. Ну, на самом деле, я тут просто рассказала о нашем опыте, о том, что было внедрено, что помогает в работе, да, и алгоритм по рекрутингу респондентов, который мы в итоге создали. Очень много сервисов, которые мы использовали, но нужно тоже понимать, что книгу выпустила я, наверное, месяца 3 назад, а пока это еще происходило, уже еще много новшеств появилось, например, Telegram, да, о котором я еще в этой книге не рассказала. Вот. И, наверное, недавно я слышала о том, что одна девушка говорила о том, что я не могу выпустить свою книгу, хотя у нее очень много информации и опыта, потому что как только я начинаю писать, я понимаю, что уже очень много всего произошло. И получается, она не успевает в силу того, что очень быстро трансформируется рынок. То есть мы просто не успеваем за ним. Вот, это вот касаемо книги, да? То есть ее можно слушать, ее можно читать, да, ее можно все форматы, да? Да, и знаете, еще хотела, наверное, поделиться. Вообще, в принципе, на Литрес можно сделать книгу самому сейчас, да, чем я и воспользовалась, да, просто я очень люблю все делать сама, понимаете? Даже с Telegram-ботом мне пришлось освоить это самой в силу того, что первые 2 исполнителя, они или пропадали, вот, один вообще очень надолго пропал, как бы, и второй человек тоже потом как бы начал отстраняться, и мне пришлось просто это освоить. В общем, понимаете, пришлось просто взять себя в руки и осваивать, да, вот, и создать этого Telegram-бота. В общем, да, и вывод такой, что с книгой это все то же самое, то есть, как бы, может быть, легче обратиться, что-то, но вот мой такой вот пытливый ум, как бы, говорит о другом, что нужно вот сделать, да, самой. И пришлось, как бы, да, зайти, как бы, на Литрес, то есть сначала я ее писала каждый день по 15 минут, диктовывала информацию, как бы, да, вот, в общем, каждый день у меня было по плану, в моем плане задач 15 минут уделить книге, вне зависимости от детей, там, от проектов, от клиентов и прочее. И потом книга созрела, весь наш опыт, такие кейсы. И с лаборатории Касперского очень много кейсов, вообще нереально сложные проекты. Да и, в принципе, к нам обращаться обычно как в последнюю инстанцию. То есть, если вы не найдете, когда, да, вот уже все как бы совсем все плохо, да, вот. Это вот касаемо книги. И к чему я это рассказывала, что, в принципе, если кто-то хочет, он может сам на Литресе опубликовать свою книгу, как бы создать ее сначала, да, вот, и опубликовать. И это будет для вас бесплатно. Литрес также будет продвигать вашу книгу. Вот. Да, вы знаете, я склоняюсь даже к тому, что просто сейчас уже меньше стали писать книг, мне кажется. Вот. И поэтому уже даже Литрес тем самым подбадривает аудиторию. То есть, пожалуйста, напишите, мы уже сами сделаем, продвинем ее, все вам поможем. Но дайте вашу работу. Нет, это очень хорошая технология. Я, допустим, не сталкивалась с такой технологией, а тот, кто пишет и пишет много, это просто кладезь абсолютно. Причем аудиоформат, мне кажется, удобно в машине, да, потому что, сейчас мало кто будет тратить время, да, именно вот, читать, да, потому что, конечно, я вот люблю читать, но все равно, если аудио, то это, конечно, удобнее. Ты едешь в машине, ты послушал и почему нет? Поэтому, если у вас есть ваши книги, может быть, даже они, если не оцифрованы, то, пожалуйста, можно оцифровать и, да. Александр Григорьевич, если вопросов нет, то тогда ведите. Как я уже говорила, какие-то совсем сложные категории респондентов самому будет сложно подобрать. То есть, если это только часть выборки закрывать, например, у вас есть выборка в 200-300 экспертов, которые вам нужно подобрать. Вы можете часть подобрать респондентов в Telegram-боте, сэкономить бюджет на этом, а часть отдать агентству. Вот. Либо, конечно, если есть бюджет и хочется, чтобы не делать это самостоятельно, все отдать в рекрутинговое или в какое-то другое агентство.
чтобы подобрать. То есть мы как EDS, да, мы подбираем такую аудиторию. Но в Telegram-боте все-таки, наверное, совсем сложная категория. Там, например, IT-специалисты. Ну, думаю, если нужно будет 200-300 человек, я думаю, можно будет покрыть выборку 50 человек. Вот. Но уже, опять-таки, оптимизировать затраты, потому что даже 50 – это уже экономия. С учетом, что обычно средний ценник для экспертов – это 2000 рублей примерно, с учетом вознаграждения за участие в экспертном. За одну Да. единицу респективно. Да. Да, вот если в НАФИ, например, с НАФИ мы работаем, и часто экспертные опросы подбираем респондентов, то вот средняя цена, да. Это если какие-то IT-специалисты, руководители IT-отделов, то есть, сложная аудитория очень. Таким точечным путем, когда надо работать. Да, вот. Но все равно это тоже выход из положения. Все равно выгодно. Да. То есть, конечно, еще нужно понимать, что Telegram-бот, он будет расти вместе с аудиторией и с количеством опросов. То есть мы аудитории говорим о том, что тут появится скоро напрямую от заказчиков исследования, например, когда сами менеджеры будут подбирать без привлечения каких-то агентов, да, сам он выходит и подбирает, например, да, ему только нужны подтверждения, действительно, там эти скриншоты, да, что вы действительно пользователь. Там, и, например, какие-то отборочные вопросы ответит подробно, да, и вы видите, что это действительно человек подходящий. Я думаю, когда человек с опытом, он сразу видит, кто потребитель, кто нет. Я думаю, это сложно что-то, какие-то махинации сделать. Ну и рынок к этому идет, к самостоятельному. Интересно, кто-либо, допустим, людей, которые имеют статус или госслужащего, или что-то близкое к этому, они тоже, допустим, находятся в этом боте? Или это практически та категория, которая вообще не входит? Из государственных, да, из государственных есть и специалисты есть из госорганов, которые работают, и чиновники, да, и, конечно же, наверное, не будет аудитории там какие-то депутаты, такие ранговые люди, да, то есть это, конечно же, в агентство, да, нужно обращаться, вот, и то есть проекты, которые мы просто говорим, что, к сожалению, мы не хотим вас подвести, мы таких не сделаем. Вот в ЦИОМ очень часто дает запрос, там, найдите каких-то депутатов. Мы говорим, извините, мы не хотим вас подвести, мы такой аудитории не сделаем. Вот. То есть, чтобы это качественно сделать, это нужно обладать такими прямо ресурсами, то есть нет. Но через Telegram-бот, например, средних специалистов, среднего звена, там, из госорганов, да, из каких-то, скажем так, может быть, часто вот у нас, кстати, лаборатория Касперского просит найти респондентов из госорганов, которые не пользуются телефоном во время работы. Вот часто, кстати, вот такой запрос есть, мы подбираем. И в Telegram-боте такие тоже присутствуют, просто рядовые специалисты, да, таких найти реально. Но мы и позиционируем Telegram-бот, это все-таки как подбор не труднодостижимой аудитории. То есть все-таки, если труднодостижимое, это уже к агентству. Вот. А среднего уровня проект, да, это тогда можно самому. И вообще, конечно, лучше самому начинать, заходить в этот рынок, то есть начать с канала и потихонечку, тогда вы будете полностью ни от кого не зависеть, будете потихонечку сами подбирать. Даже, например, на какие-то количественные опросы, какие-то части выборок закрывать. А какие-то контент-анализы большие, допустим, тоже приходится делать? Или это уже все-таки другой вид научной услуги, и оно не относится к агентствам? Так как у нас узкоспециализированное агентство, мы, получается, специализируемся, мы находим респондента, скринируем, чтобы он подходил под исследование, дальше контролируем явку на исследование или заполнение анкеты, и в конце, например, выплачиваем вознаграждение. Это если в агентство, в EDS, да, например, обращается клиент, он получает вот этот спектр. Также мы проверяем качество связи, понятно, да, перед началом интервью и во время интервью. То есть у нас именно подбор.
то есть такой вот трудоемкий процесс, связанный с аудиторией. То есть мы не берем дополнительные услуги. Почему? Потому что мы хотим в этом направлении быть экспертами полностью. То есть поэтому вот и конкуренции ее как таковой нету вот много-много лет. Потому что тот, кто выходит, он потом все-таки переключается на маркетинговые исследования полного цикла, потому что там все-таки, конечно же, больше бюджет, вот, и сложно работать только с подбором. Но тогда ты делаешь это отточенно. У тебя уже выработанный алгоритм, ты все делаешь, скажем так, профессионально, у тебя нет нужды обращаться к каким-то сторонним партнерам. Мы не работаем ни с кем, мы сами выполняем проекты, потому что, опять-таки, это чревато. Ты обращаешься к партнеру, он может тебя подвести, и ты перед клиентом будешь в плохом свете. То есть поэтому я вот, наверное, моя черта делать все сам, ну, как я вам только что продемонстрировала, да, не дала мне покоя даже с этим, поэтому пришлось просто наработать эти колоссальную базу, да, которая обновляется, лишь бы миновать обращение к кому-либо. Вот просто, знаете, такой прям вот идея фикс, никому не обратиться. Вот. И даже долго спрашивали, вот, когда вы начнете в разных городах искать и вот прочее. Мы потом стали искать в разных городах. У нас есть кейс в Самаре для МВидео, мы сделали просто очное интервью, где нужны были респонденты, которые за определенные полгода купили, там тоже была квота на бытовую технику. Ну, то есть это реально люди, опять-таки, с подтверждением, да, что у него покупка была, это чек он присылал или еще что-то. Вот. Нужно было найти 20 человек в Самаре. Буквально за 3-4 рабочих дня. Но с учетом того, что это было без привлечения партнеров, это, ну, как для нас было прям здорово сделать такой проект. То есть, получается, мы не выезжали туда, мы просто использовали свою вот эту вот наработанную методику и нашли людей, отобрали их, действительно подтверждение, записи разговоров, все здорово, все, клиент доволен. Все, и не нужно обращаться к кому-то, понимаете, вот вы найдете, вы не подведете. И второй момент, я отвечаю быстро на запросы по стоимости рекрутинга, ну, я и коллегам. Почему? Я в основном это стараюсь, ну, смотреть, да, бюджет оценивать, потому что очень часто бывают такие моменты, ты даже видишь, что тут какие-то подводные камни есть в запросе. Например, твой мозг оценивает так, тут IT-специалисты так, ну что-то тут не хватает. И потом выясняется, нужны не IT-специалисты будут, а именно руководители отделов. И, конечно же, да, клиент, лучше это сразу проговорить с ним, да, какие именно, а что они должны потреблять, а какой продукт, а какую программу. Вот. И поэтому я стараюсь смотреть сама и оценить бюджет сама. Ну, вместе с коллегой, вот, с Еленой, которая с начала компании работает, чтобы тоже, ну, не подвести. Да, это уже надежнее. Ну, вообще это очень трудоемкий процесс с рекрутом связан. И стрессовый, на самом деле, очень. Это очень дотошная работа, как я понимаю. Тут тоже так, знаете, если сесть, очень. то делать. Да. Спасибо большое. Коллеги, есть еще вопросы? Если нет, то будем тогда заканчивать. На тех, которые были, вопросы ответили. Александр Георгиевич. Да. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, тогда нам нужно заканчивать сегодняшний день. Я предлагаю поблагодарить Илону Русеевну и Галину Георгиевну за проведенную лекцию. И встретимся с вами на завтрашних занятиях в 10:10. Большое спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо, приятный опыт. Спасибо, коллеги. Спасибо. Да. А я вам подарю знак нашей с вами встречи. Это одна из последних. Боже мой, как приятно. Последняя книга. Я написала: уважаемый Лоне, человеку творческому, находчивому и самостоятельному профессионалу, в знак благодарности за нашу встречу в департаменте социологии Финуниверситета. И за беседу на межвузовском семинаре. Слушайте, так приятно, прям вот
Так что спасибо вам большое. Останется, и каждый раз можно потрогать, вспомнить это ощущение, проиграть этот момент. Спасибо большое. Очень приятно. Это